Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам, приготовлю вместе с вами один очень любимый немцами соус. То, что это за соус, сейчас я выйду в город, покажу вам, расскажу немного. Вот. А вы на канале Дмитрий, и мы начинаем. Вот я выбрался в город и хочу сказать тем, кто еще не был в Германии, и это могут подтвердить все, кто был в Германии, либо проживает, что основной уличной едой и немцев, и всех остальных, кто проживает на территории Германии, можно назвать три блюда. Это currywurst, сосиски в соусе карри, это помес, это картофель фри, и это дёнер. Ну, это разновидность, можно сказать, так, шавухи, так называемой. Вот сейчас я стою почти в самом центре. Сзади меня Аполло театр. Такое вот значимое место в культурной жизни моего города. То есть старый фасад был полностью сохранен, а за ним построено целое новое здание театра. Хочу сказать, что фактически в любом месте, находясь в Германии, вы найдете то, что можно взять этот currywurst, покушать. Многие его любят, прям вот специально идут, покупают. И именно про него я сегодня буду рассказывать, показывать, как он готовится в домашних условиях. Все это достаточно-таки просто, гораздо проще, чем может показаться. Но я специально спрашивал у многих своих друзей, немцев, что ты кушаешь, когда выходишь в город, идешь где-то, либо проездом бываешь. Они все сказали, что именно вот этот вот сосиски в соусе карри. Сейчас я еще немного покажу, как отдыхают люди, и вернусь к себе на кухню. Да, друзья, соус карри, который подается вместе с сосисками зачастую, как вы видели, и называется currywurst. Вернее, немцы произносят currywurst. Почему кури, никто объяснить не может. Вот столько ингредиентов нам понадобится, но очень хорошо, что здесь не надо ни ножей, ни каких-то нарезок, ни чего-то еще, досок. Нужна плитка и все это приготовить. Надо взять обязательно настоящую колу. Весь секрет именно в ней. Да шучу, конечно, вы что? Возьмите любой заменитель колы. Главное именно вот это вот вкус. Но все-таки рекомендую взять максимально
похожую по вкусу на оригинал. Все пропорции граммовки, вернее, здесь граммовок не будет, здесь будут измерительные ложки столовые и чайные, ну и немножко миллилитров. Все в описании, так же, как и ссылки на телеграм-канал, на другие мои. Наверное, я уже поставлю даже в ВК свой канал ссылку. Также Алексей Грильков и Иван, который маэстро барбекю. Мои друзья, вернее, можно сказать, даже соратники, такие вот хорошим таким словом. Но, тем не менее, мы делаем одно дело в общем глобальном смысле. И я с удовольствием делюсь ссылками на них. Так, весь литр колы мне не нужен. Надо взять половину всего. Не знаю, сколько у меня будет держаться эта кола, потому что колу, в принципе, такие газированные напитки я фактически не пью, не употребляю. Нам надо будет выпарить 500 миллилитров колы, вернее, уварить до 1/3, то есть примерно 150 миллилитров. Я спокойно это отправляю сюда. Взял специально большую кастрюлю, то есть большую по диаметру, чтобы испарение происходило более быстро и, так сказать, более эффективно. Включаю, и пусть она себе выпаривается. Ни капли драгоценной жидкости. Ну, а теперь переходим непосредственно к готовке. Пока будет выпариваться кола, все смешается, и потом надо будет еще раз проварить все. Возможно, даже взбить блендером. Соус это очень похож на тот, как в этих вот заведениях, где немцы все очень любят перекусить, гуляя. И достался он мне от моего, хотел сказать, сотрудника, нет, от моего коллеги по работе. Мужчина, немец, он постоянно на праздники готовит этот соус по просьбе всех наших работающих в фирме. Что нужно сделать? Яблочный такой мусс. Его потребуется 6 столовых ложек. Отправляю сюда. Какой конкретно? Берите лучше всего такой немного с кислинкой. Ну, у меня почти полбанки ушло. Если кому-то что-то не понравится, имея в виду вкус одного яблочного мусса, возьмите другой. Это не столь важно. Важно именно присутствие мусса, а не какой конкретной марки там или еще чего-то. Нет. Поскольку это карри, то надо порошок карри. Мне 2 баночки, поскольку здесь остатки, надо 3 столовые ложки. Если признаться между нами, то вот немцы очень любят, как я уже много раз сказал, этот кури. Есть не шашлыки, есть кетчупы с привкусом карри. Мне они не нравятся. Я долгое время поэтому не использовал порошок даже карри. Мне напоминал вкусом тот не совсем вкусный. А попробовав, когда вот этот соус, я просто пришел в дикий восторг. Это вкусно. Вот тут не обойтись без табаско. Возьмите острый соус. Можно взять, конечно, не только табаско. Есть другие соуса, похожие по вкусу, по остроте. Можно взять их. Надо 1 чайную ложку надоить. И вот тут, опять же, тоже такое, что я не знаю аналогов этому. Это ворцестерширский соус. Его надо сюда будет 2 столовые ложки. Тоже хорошо дозируется. Следующим ингредиентом идет 2 ложки паприки сушеной. Если у вас есть острая, возьмите острое. У меня обычная сладкая, поэтому я возьму 2 таких столовых ложки сухой паприки, обычной сладкой, и где-то чайную ложку. Сейчас посмотрю, где. Вот у меня. Это у меня копченая, но она острая. Чайную ложку отправляю сюда для остринки. Вот фактически все ингредиенты-то уже. Если у вас нету сока лайма,
вот как у меня, это в чистом виде сок лайма. Вот возьмите, купите, просто выдавите. Не так уж много надо, не говорю выдавите, выжмите. 2 чайные ложки сока лайма сюда нужно. Теперь посолю. Сильно много соли не надо. Здесь именно острота, сладость и вкус карри очень важен. Насколько я знаю, в карри содержится куркума. Очень полезная, особенно для женщин, для женских детородных органов и тому подобное специя. Но употреблять ее нужно с перцем, с черным. Кстати, я же хотел добавить еще немного молотого черного перца, поскольку я вот настаиваю, можно взять белый, но простой перец должен быть тут. Поэтому взял вот и просто примерно немножко, скажем, половину чайной ложки обычного молотого перца добавляю. И также немножко сахарку. Следующий элемент, он необходим, без этого никуда не денешься. Можно взять хорошие томаты, какие-нибудь итальянские, там уже протертые, без каких-то особых добавок. Но проще взять томатный, напоминаю, томатный кетчуп. Без каких-либо там остринок, травок и тому подобное. В чистом виде томатный. Он самый недорогой. Он присутствует на рынках. Пожалуйста, надо мне сюда 400 миллилитров томатного сока. Все. Сейчас я это убираю и продолжаем. Еще не все. Я сюда добавлю чуть-чуть муската. Буквально чуть-чуть. У меня молотый мускат. Кстати, кола выпаривается. Я первый раз выпариваю колу. Никаких особых запахов нету. То есть, пока происходит уварка колы, я это постараюсь равномерно перемешать. Займет некоторое время еще выварка. Так что сейчас монтаж. Вот, я выключил. Все, уже прошел процесс выкипания, загущения, концентрации. Беру. Все. Сюда. Извиняюсь, из-за аллергии надо было немножко прерваться. Вот, я залил. Теперь все это размешиваю. В принципе, никаких сложностей с этим нету. Да? Надо размешать до однородности. И при этом стоит взять плитку и на слабом огне, разогревая, теперь размешать все хорошо. И дать чуть-чуть такое легкое бурление, буквально минуты 3. Но надо, чтобы все хорошо растворилось в такую в однородную массу. И обязательно надо будет, конечно, попробовать. Если будет кому-то не остро, то возьмите как называют ее, шрирача, хотя правильно сирача, и добавьте пару ложек внутрь. Это придаст остроты, небольшой такой пикантности, вкуса, поскольку шрирача, буду говорить так, обладает своим вкусом, не просто остротой какой-то непонятной, но там и чеснок, и сам вкус перца, и еще какие-то приправы. Поэтому покупайте хорошие. Хорошие, я имею в виду шрирача. Первая проба на вкус. Достаточно-таки неплохо. Острая копченая паприка чувствуется такой своей остротой. О, красота. Но для меня все равно недостаточно острая. Хотя сильно острая я не употребляю. Поэтому открываю. Да, она у меня новая. И 2 ложки отправляю сюда. Ой, булькает. Теперь по остроте самое то. Не сильно, но и не слабо. Такая легкая, хорошая остринка.
Если у вас есть кастрюлька, которая повыше такая хорошая, то полностью уже соус все смешивать и проваривать лучше в ней, поскольку борта будет выше и меньше будут разлетаться всякие капли. Ну, сейчас это проварится, в принципе, чего ждать дольше не вижу смысла. А переместимся на третью уже локацию в данном ролике, на дачу, где пожарю сосиски. Пардон, какие сосиски? Сосиски. И с этим соусом, как положено, по-немецки проведется дегустация. Так что на дачу! Вот такими простыми манипуляциями можно получить прекрасное блюдо. Прекрасное, да. Немцы просто, еще раз вот повторюсь, немцы очень любят. В любой момент начинают, где-то идут, проходя, покупают, кушают. Очень им нравится. Но мне нравится именно с этим соусом. Потому что соус сначала я попробовал другого человека. Взял этот рецепт, приготовил. И теперь делюсь им с вами. Великолепно. То есть действительно надо хорошо так густо засыпать этим соусом, заливать. Я взял пышечку. И мы уже, в принципе, попробовали с родителями. Всем понравился. Очень вкусный соус. На самом деле вкусный, вкусный. Миллион раз можно повторить. Но сейчас я вот кусочек съем. Вкус радикально отличается от покупных всяких соусов, именно карри, и отличается в лучшую сторону. Действительно, когда мама только у меня сейчас открыла, попробовала, сказала, да, это очень вкусный какой-то кетчуп, который выведен на новый уровень. На самом деле это соус. Берите, делайте, готовьте. Если вы в Германии живете, то вы 100% пробовали такие карри-вурст. Кури-вурст, как немцы называют. Если вы находитесь где-то в России, где-то еще в других местах, я знаю, что некоторые из вас знают даже такое название, а некоторые тоже, будучи в гостях в Германии, либо где-то пробовали это. Возьмите, сделайте. Возьмите только сосиски хорошие, вкусные. Берутся на самом деле с разными сосисками, будь то хоть говяжьи, будь свиные, будь куриные, любые. Этот соус украшает, выводит на новый уровень. И порой даже соус является главным блюдом, а не то же самое сосиска, вот эта вот у меня свиная. Очень хорошо должно подойти к шашлыку. Но вместе с шашлыком я еще не пробовал. Но через неделю обязательно попробую и, скорее всего, вам расскажу. Не знаю, как будет через неделю или нет ролик выход, но будем посмотреть, потому что в следующую субботу я буду праздновать свой день рождения. Ну, то есть, вот, который уже наступит. То есть, у меня в начале недели будет день рождения исполнится, а с семьей мы соберемся в субботу тут же на даче. Посидим, покушаем. Так что все. Всем большое спасибо, кто подписывается, ставит лайки, пишет комментарии. Советуйте другим людям, если вам понравилось, потому что я стараюсь рассказывать максимально много про то, как готовится блюдо, что влияет, какой вкус, для чего и почему.
Вам я желаю крепкого здоровья, как всегда, приятного аппетита каждый раз. А мы уже скоро с вами увидимся. Пока.